Светлана Компресса — это, наверное, самая компактная эспрессо-кофеварка в мире. Сделана она в основном из пластика, что позволило ей стать еще и самой доступной. Всего $70. В Украине я нашел ее за 50, ссылка будет в описании. И да, ссылка не спонсорская, просто ее трудно найти и, скорее всего, вам захочется купить по нормальной цене. К тому же это официальный представитель. Сам продукт появился благодаря сбору средств на Кикстартере и вышел на рынок в 2017 году. Однако узнал я о нем лишь благодаря обзору Джеймса Хоффмана, и, честно говоря, после этого обзора я относился к ней скептически. Главный вопрос, на который я хотел получить ответ, можно ли в ней приготовить настоящий эспрессо. Не что-то похожее на эспрессо, а именно качественный напиток. Если коротко, да, это возможно. При этом у нее огромный потенциал за счет того, что она полностью ручная. Итак, как же ей пользоваться? Самый первый параметр, который нужно понять, это давление. Здесь нет помпы, которая автоматически сделает 9 бар. Да и кто вообще знает, что такое 9 бар? Как это измерить? Именно такие вопросы у меня были. Я не знал, с каким усилием давить. Давишь слабо, получается вкусно, но не эспрессо. Давишь сильно, кофе течет слишком быстро или слишком медленно. Так что я перешел к физике и посчитал, что для достижения давления 9 бар нужно приложить 54 килограмма, 8 бар 46 килограмм, 7 бар 40 килограмм. Если эти цифры вас пугают, вы понимаете, почему их так трудно найти. Везде написано магические 9 бар. Но дело все в том, что помимо давления вы можете сжимать кофеварку. Средняя сила сжатия у мужчин 50 кг, у женщин 29. А значит, давить на нее особо не придется. И в принципе да, вы получаете магические 9 бар, но при этом вы должны давить. Если вы знаете, что нужно давить, вы получите автоматически 9 бар, примерно. Но если для вас важен стабильно качественный эспрессо, придется давить. И для этого у вас должны быть весы. После того, как привыкли к тому, что придется прикладывать усилия, переходим ко второму параметру – время заваривания. Ориентируйтесь на 25-30 секунд. Залили воду, подождали 5 секунд и давите в течение 25-30 секунд. При этом вы 100% будете давить до упора. Но в это время кофе все еще будет литься. Когда эспрессо добежало практически до верха кружки, можно останавливаться. Это значит, что в целом над временем приготовления тоже особо можно не заморачиваться. Когда помол и дозировка будут настроены, вы сможете и визуально понимать, нормальное ли давление, и можно будет готовить эспрессо без весов. Потому что в моем случае руками выжимаю как раз 52-60 кг, так что система продумана достаточно хорошо, просто требует привыкания и понимания. Единственное, к чему у меня претензии, это темпер. Его можно было сделать без логотипа, на который налипает кофе. Поэтому я аккуратно его срезал лезвием, и проблема ушла. Но после этого решил сделать темпер из дерева, который работает еще лучше. Просто разрезал скалку и немного прошлифовал. Вы могли заметить, что у меня согнуто сито. Это конструкторская задумка, чтобы защитить пользователя. Во многих вещах, где есть давление, есть клапан для его сброса, как у гейзерной кофеварки и прочих вещей, чтобы устройство не взорвалось. Так сделано и тут. Самым безопасным будет сбросить давление с помощью части, которая не повредит пользователя. Приложив усилие 95 кг, вы получите 15 бар. И тут может начать срабатывать защита. Так что давить выше 9 бар не советую. Еще один важный момент: не нужно закручивать колбу сильно. Достаточно затянуть 3 пальцами. На самой колбе есть деление, но воду лучше заливать до верха. Все равно вся вода не успеет пройти через кофейную подушку. Корзина вмещает от 10 до 15 грамм кофе, при этом чем меньше зерен, тем меньше будет рассыпано на стол. Поэтому хороший ориентир 12-13 грамм, их легко поместить в эту корзину. И конечно же я не удержался от колхоза и сделал воронку, чтобы процесс был более быстрым, лучше пользуйтесь 3D принтером. Подводим итоги. В принципе, по практичности устройство вышло отличным. Самое главное, что оно позволяет получить нужное давление, и при этом его не нужно прогревать, как другие ручные кофеварки. Если у вас есть время и желание учиться, компресса — это хороший выбор. Не забывайте, что помол кофе должен быть качественным, так что запаситесь хорошей кофемолкой.